изучать регионы России и на этот раз отправились в Челябинскую область. В этом видео мы покажем вам самые интересные места этого края. Челябинская область – это не только крупный промышленный центр нашей страны, но и регион, который славится своими горными ландшафтами, заповедниками и национальными парками. В первой части нашего видеосюжета самые густонаселенные города области – Челябинск и Магнитогорск. Арка, которая открывает вход на пешеходную зону, символизирует связь прошлого с настоящим. Раньше на этом месте стояла деревянная арка, которая встречала жителей города. Мы можем видеть, как Челябинск выглядел в 1736 году. Давайте же перенесемся в настоящее время, когда в 2003 году арка была здесь сооружена в камне, город выглядел следующим образом. Челябинск расположен почти в самом центре Евразии и находится на границе между Уралом и Сибирью. С геологической точки зрения одна половина города расположена в зоне осадочных пород в Сибири, а вторая половина стоит на граните, характерном для Урала, а разграничивает оба региона река Миас. Христорождественский собор – один из самых величественных каменных соборов, и судьба его такова, что в 1932 году его взорвали. Но все выворачивается на круги своя. Ныне у нас собор восстанавливают. Челябинск – административный центр Челябинской области. По количеству жителей занимает 7-е место среди российских городов-миллионников. В связи с активным строительством промышленных предприятий в годы первых пятилеток, а затем и эвакуацией заводов во время Великой Отечественной войны, город стал одним из крупнейших промышленных центров. Визитной карточкой города является проспект Ленина. И, конечно же, его главной достопримечательностью – Южно-Уральский государственный университет, который в начале 2000-х годов был самым крупным вузом России по количеству обучающихся. Памятник легендарному физику, отцу советской атомной бомбы Игорю Васильевичу Курчатову. Он был сооружен на вновь созданной площади науки в 1986 году, когда Челябинску исполнилось 250 лет. Челябинск – единственный в России мегаполис, в центре которого располагается полноценный лес. Речь идет о лесном массиве и находящемся в нем парке культуры и отдыха имени Гагарина. Находится все это в 10 минутах ходьбы от главной площади. Чем хороша эта экспозиция, да, то тем, что сюда приходят люди, дети, и когда рассказывают, что вот там 30 лет, 40 лет, 50 лет назад было вот так, а теперь перед вами посмотрите, какой город. И сказать, что у нас ничего не меняется, ну невозможно. Меняется до неузнаваемости за короткое время. Вот он город, как маленькая деревня, и вот это огромный-огромный город. Вот с этого места нам очень нравится панорама. Более того, появились новый мост, один, значит, реконструировался в очередной раз Кировский вот этот мост. Вот, и теперь строится набережная. Вот это пространство у нас центр города, каким он был там в 736 году, да, вот он центром и остался. Перед нами метеорит Челябинск, падение которого произошло 15 февраля 2013 года. Конечно, в витрине представлен лишь фрагмент, но самый крупный небесного тела. Изначально его размеры были гораздо больше. Перед входом в атмосферу тело было около 17 метров в диаметре, массой около 8000 тонн, и на скорости 18 километров в секунду тело входит в плотные слои атмосферы. И вот самый крупный фрагмент, который мы с вами здесь видим, упал в озеро Чебаркуль на территории, опять же, нашей области Челябинской. Его искали достаточно долго, затем думали, как же поднять его на берег, и это случилось, наконец, спустя 8 месяцев, в октябре того же 2013 года. Приступили к изучению нашего космического гостя, установили примерный возраст – 4,5 миллиарда лет. То есть перед нами практически ровесник нашей планеты. Прилетел он к нам из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. По составу это классический хондрит, вот как говорят специалисты. В его составе очень много элементов, но все они по сути есть и на нашей планете Земля. По Челябинску мы гуляли целый день,
А теперь пора отправляться дальше. На машине мы поедем в Магнитогорск. Расстояние между двумя городами по трассе составляет 310 километров. Второй остановкой нашего путешествия по Челябинской области стал один из крупнейших мировых центров черной металлургии – город Магнитогорск. Именно с Комсомольской площади начинает свою историю город, где в 1929 году началось строительство Магнитогорского металлургического комбината, а позже, в 1932 году, 1 февраля, была запущена первая доменная печь и получен первый чугун. Всех туристов встречает здание Центральной лаборатории комбината. Безопасность – это наше все. Мы надели специальную экипировку и готовы начать нашу экскурсию, на которую я вас приглашаю. Находимся в листопрокатном цехе номер 11. Этот цех является одним из самых новых и самых современных цехов на комбинате. Цех высоко автоматизирован, и вы можете видеть, что здесь наряду с обычными людьми также работают и роботы. Площадь цеха огромна, составляет 155 тысяч квадратных метров. Цех производит продукцию для автомобилей, для автопрома. Также производит металл для строительной отрасли и для производства бытовой техники. В цехе находится стан 2000 холодной прокатки, а также 3 агрегата непрерывного горячего цинкования. В последние годы во всем мире активно развивается индустриальный туризм. Согласитесь, что возможность посетить действующие промышленные предприятия и увидеть производственную площадку, как, например, одно из крупнейших сталеплавильных производств в мире, даже самый любознательный турист упускать бы не хотел. Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат с посещением крупнейшего в России доменного цеха – это непередаваемое ощущение. Вы можете воочию увидеть металлургические процессы и оценить масштаб производства своими глазами, а также познакомиться с условиями труда металлургов, доменщика, сталевара или прокатчика. Скажите, пожалуйста, как же обычный турист может попасть к вам в гости на комбинат и какие цеха вы показываете? Маршруты у нас разнообразные. Кроме доменного цеха, который мы увидели сегодня, листопрокатного цеха номер 11, также можно посмотреть и стан 5000. Это производство толстолистового проката, это горячий прокат, очень зрелищное производство. Вы можете увидеть горячие заготовки, раскаленные до красна, и процесс их прокатки, как заготовка превращается в лист стальной. Это очень интересно. Мы надеемся, откроется военный маршрут. В рамках этого маршрута можно также будет посетить и стан 4500, легендарный стан 4500, который в военное время производил металл для танка Т-34. Кроме взрослых маршрутов, созданы маршруты также и для детей. Есть, конечно, ограничения. Могут посетить дети от 6 до 14 лет. Мы организуем автобусную экскурсию обзорную с посещением музея. А если это 14+, дети уже могут посетить прокатные цеха комбината. Ну и без ограничений уже начинается с 16 лет, скажем так. Еще одним важным символом современного Магнитогорска является историко-архитектурный ансамбль, первым строителем магнитки – Магнитогорского металлургического комбината. На постаменте изображена человеческая ладонь, которая бережно держит найденную первую руду. Палатка символизирует те суровые условия, в которых жили первые строители. А на противоположной стороне реки Урал находится Магнитная гора. На основании монумента высечены стихи первостроителя Магнитки, рабочего поэта Бориса Ручьева. Мы жили в палатке с зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем. Дожгли у дверей золотые костры, на рыжих каменьях Магнитной горы.
Магнитогорск – это крупный культурный и деловой центр Южного Урала, один из крупнейших мировых центров черной металлургии. Возник город в 1929 году как поселок при строительстве металлургического комбината у горы Магнитной. Свое название гора получила по богатым запасам магнитного железняка. В Челябинске мы показали вам место, где Сибирь соединяется с Уралом, а приехав в Магнитогорск, вы можете найти границу между Европой и Азией. У знаменитого магнитогорского памятника «Тыл фронту» интересная история. Считается, что он является первой частью триптиха, состоящего также из монументов «Родина-мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлинском Трепторф-парке. Скульптура символизирует передачу меча, который был выкован на Урале. Его из своих рук передает рабочий, который смотрит в сторону Магнитогорского металлургического комбината, а принимает его советский воин, взгляд которого направлен на запад, сторону, с которой приближался враг. Для вас мы собрали все самое интересное, что обязательно стоит увидеть в Челябинске и Магнитогорске. А теперь едем дальше. Другие города Челябинской области во второй части нашего сюжета. Поэтому не прощаемся и говорим вам до скорой встречи. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить выход следующего сюжета. Спасибо!